Привет, меня зовут Воронкова Юля. В этом видео я покажу мой самый любимый торт медовик, без муки и сахара, но конечно же с медом. Сначала приготовлю бисквит. Для этого в небольшую миску я уже налила 100 граммов ряженки. Добавляю к ней 70 граммов гречичного меда. Я использую именно такой, потому что у него очень яркий медовый вкус. Если мед густоват, то погрейте его немного в микроволновке. Туда же добавляю 4 желтка и перемешиваю венчиком. А пока приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал или Яндекс.Зен. Там я гораздо чаще публикую новые рецепты, которых на ютубе еще нет. Заходите, ссылка в описании. В другую миску насыпаю 80 граммов мелких овсяных отрубей, 1 чайную ложку соды без горки и 1 грамм ксантановой камеди. Перемешиваю. В большой глубокой миске у меня 4 яичных белка. Добавляю к ним 40 граммов эритрита и щепотку лимонной кислоты. Взбиваю миксером до пышной устойчивой пены. Сразу же выливаю медовую смесь к отрубям. Перемешиваю. Делать это нужно достаточно быстро, чтобы эта масса не успела загустеть. Выливаю во взбитые белки. Теперь аккуратно перемешиваю лопаткой движением снизу вверх, чтобы белки не осели. Распределяю тесто в две формы диаметром 16 сантиметров. Отправляю в разогретую до 160 градусов духовку. Сразу же убавляю температуру до 150 градусов и выпекаю в течение 30 минут. Готовые бисквиты остужаю, можно их перевернуть. А пока бисквит остывает, подготовлю основу для крошки. Для этого просто смешиваю в миске все те же самые ингредиенты, что и для бисквита, только в 4 раза меньше. Взбивать ничего не нужно, просто перемешать венчиком, вылить в форму и выпекать до золотистого цвета. Затем остудить. Затем этот блинчик измельчаю в блендере до мелкой крошки. Чем лучше подсохнет, тем мельче будет крошка. Теперь приготовлю крем. Для этого взбиваю 250 граммов жирных 30% сливок. Сливки должны быть максимально охлажденными, иначе они могут не взбиться. Взбиваю сливки до устойчивых пиков. Добавляю 1 грамм подсластителя, у меня в 20 раз слаще сахара. 250 граммов густого греческого йогурта и аккуратно перемешиваю лопаткой. Вместо йогурта можно использовать мягкий обезжиренный творожок. Собирать торт буду на весах, чтобы все слои с кремом были одинаковые. Ставлю на весы миску, чтобы моя подложка не перекрывала табло. А на миску ставлю форму, в которой буду собирать торт. В форму вкладываю ацетатную ленту. Каждый бисквит я поделила на 2 части, чтобы было 4 коржа. Выкладываю первый бисквит, включаю весы и отмеряю 120 граммов крема на каждый слой. Точно так же повторяю и остальные слои. На самый верхний слой выкладываю половину от оставшегося крема, а вторую половину крема оставляю для обмазки торта сбоку. Убираю торт в холодильник на 8 часов. На настоявшийся торт наношу крем.
и обсыпаю крошкой. Если вам понравился этот рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. А также можете подписаться на мой телеграм-канал или Яндекс.Дзен. Там я гораздо чаще публикую рецепты, которых на ютубе еще нет. Заходите, ссылка будет в описании. Приятного вам аппетита!